Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак, и сегодня у нас на обзоре 20-вольтовый шуруповерт от компании Fireco. Приходит вот в таком маленьком чемоданчике. Хочу даже сразу сравнить его с чемоданом от шуруповерта AEG. Есть у меня старый шуруповерт AEG германской марки. То есть чемодан больше в 2 раза. Но, друзья, сейчас покажу вам, что на самом деле размер абсолютно бестолковый и свободного места внутри чемодана просто нет. Вот можете сами посмотреть. Вместе с шуруповертом посылают подарок такой, тут сверла и некоторые биты, и удлинитель также есть для бит. То есть в этот маленький чемоданчик влезает 2 аккумулятора литий-ионных, сам шуруповерт и зарядное устройство. И еще остаются небольшие кармашки для каких-то мелких вещей. Допустим, у AEG у того же. Чемодан абсолютно полностью занят, большая зарядка, 2 аккумулятора также. То есть чемодан огромный, а места практически нет. Ну да ладно. Так, друзья, вот такой, значит, шуруповерт. В комплекте, как уже говорил, 2 аккумулятора, зарядная, и в подарочек посылают сверла и биты. Значит, биты вот такого плана, можете посмотреть размеры. Потом такая двухсторонняя бита. И посылают 9 сверл. 3 по металлу, 3 по дереву и 3, как они пишут, по кафельной плитке. Все сверла размерами 6, 5 и 4, соответственно. Но чуть попозже посмотрим, сверлят они вообще или нет. И в комплекте также есть инструкция. Инструкция на английском языке. Так, из нее можно узнать, модель называется Fireco FET21A, 18 вариантов выбора крутящего момента, максимальные обороты 1560 в минуту, минимальные 350 в минуту. На максимальной скорости крутящий момент 11, на минимальной скорости 58 нанометров. Так, и значит максимальное отверстие, которое можно просверлить, в металле 13 мм, а в дереве 38 мм. 38 мм как раз сегодня посмотрим, можно ли просверлить. Размер и вес 1 кг 100 грамм. Так, друзья, и давайте посмотрим все поближе. Чемодан сделан из толстого пластика, все перегородки, весь корпус закрывается на пластиковые защелки. Ну, в принципе, такой довольно крепкий кейс, снизу идут 3 петли. Небольшой компактный кейс. Такое зарядное устройство с евровилкой. Адаптер также прошел несколько сертификаций, вот можете видеть аббревиатуры 3 сертификатов. Вот такие литий-ионные аккумуляторы 20-вольтовые. Ну, чуть попозже раскрутим их и посмотрим, что стоит внутри. Шуруповерт довольно компактный, неплохо отцентрован. Сделано все, в принципе, на очень высоком уровне. Эта часть металлическая. Здесь, как я уже говорил, есть большой выбор крутящего момента. От 1 до 18. 2 скорости. Такой момент: вентиляционное отверстие заделано специальной решеточкой, чтобы туда не попадали инородные предметы. Спереди есть также диодная подсветка. Если сравнивать по размерам с тем же AEG, то Fireco, конечно, намного компактней. По весу AEG, соответственно, тоже тяжелее, но и Fireco довольно увесистый. Нет ощущения, что он какой-то хлипкий и легкий. Такой хорошо сбалансированный, сбитый шуруповерт. Да, друзья, кому-то может это важно, блокировки шпинделя у этого шуруповерта нет. То есть он крутится свободно. У AEG блокировка шпинделя есть. Ну, весь плюс в блокировке шпинделя в том, что вы вставили, допустим, сверло и дожать можно рукой. Когда блокировки шпинделя нет, то рукой одной вам не дожать. То есть надо как минимум использовать 2 руки и таким образом дожимать сверло. Конечно, с блокировкой шпинделя делать это намного удобнее. Да, на сегодняшний день шуруповерт Fireco стоит 3700 с одним аккумулятором и 4600 с 2 аккумуляторами. Ну, конечно, друзья, если брать, то лучше с 2 аккумуляторами брать, чтобы не думать. То есть, друзья, это явно дешевле, чем тот же AEG. Причем этот шуруповерт 12-вольтовый, ему 100 лет в обед, и покупал я его в свое время за 3500, что-то такое. Аккумуляторы у него еще никель-кадмиевые. На самом деле, самые хреновые аккумуляторы держат заряд очень плохо и быстро разряжаются. Литий-ионные аккумуляторы, конечно, намного мощнее и дольше держат заряд. Сегодня мы проведем маленькое испытание этих 2 шуруповертов. И несмотря на то, что я зарядил оба аккумулятора при сверлении большого отверстия, я думаю, что шуруповерт AEG разрядится, не досверлив. Так, друзья, аккумулятор внутри выглядит вот таким образом. Все сделано аккуратно, все чистенько. Здесь стоит 5 баллонов. Маркировку можно посмотреть вот здесь. То есть один баллон 3,7 вольта. Если умножить на 5, то это получается 18,5 вольт, а никак не 20 вольт. Ну, думаю, друзья, что это просто маркетинговый ход, не более того. Давайте также разберем и посмотрим сам шуруповерт. Внутри, друзья, шуруповерт выглядит таким образом. Ну, в принципе, все стандартно, ничего нового здесь нет. Шестерни редуктора здесь металлические. В общем, по большому счету, все как у всех. Кому интересно, вот можете посмотреть маркировку на двигателе.
В общем, друзья, неплохой шуруповерт своих денег однозначно стоит. Те модели, которые предлагаются нам в наших магазинах, на нашем российском рынке, это будут те же самые китайские шуруповерты, но, мягко говоря, немного подороже. Сейчас предлагаю провести небольшие тесты, так как у Fireco указан максимальный диаметр сверла 38 мм, то как раз мы это и проверим. И также посмотрим, сможет ли с этим справиться шуруповерт AEG. И заодно посмотрим, сверлят ли сверла, которые приходят в подарок. Ну, друзья, что могу сказать, сверло сверлит, но, конечно, не идеально. Так, давайте посмотрим сверло по металлу, попробуем просверлить дырку в уголке. В общем, друзья, не лучший вариант сверлить незафиксированный уголок. И давайте попробуем просверлить перьевым сверлом на 38 мм. Так, давайте сначала попробуем сделать это шуруповертом AEG. Так, друзья, ну это нереально. Сейчас я поставлю еще один аккумулятор, второй у него, также полностью заряженный. Но походу он не тянет. Все, вот, пожалуйста, это вам никель-кадмиевые аккумуляторы. Все, это было два полностью заряженных аккумулятора. Просверлить отверстие на 38 мм перьевым сверлом не получилось. Так, ну давайте попробуем сделать то же самое шуруповертом Fireco FET21A. Так, вот я поставил вторую скорость на сверление. Давайте сначала попробуем досверлить эту дырку. Друзья, просто супер, он реально тащит, он реально мощный. Если еще будет обалденное сверло какое-то, то будет просто песня. Давайте попробуем просверлить вторую дырку. Ну, друзья, сверло выпало, но тем не менее отверстие я просверлил достаточно быстро и легко. В общем, друзья, вполне неплохой шуруповерт. Кто ищет мощный и адекватный своей стоимости шуруповерт, то обязательно рассматривайте этот вариант Fireco FET21A. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео было полезным, ставьте палец вверх. Всем добра, пока-пока.